Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень нежный шоколадно-творожный муссовый торт. Торт готовится легко и просто, получается красивым и невероятно вкусным. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 18 см, высотой 6 см и весом килограмм 260 грамм. Приготовим основу для торта. 180 грамм песочного шоколадного печенья надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 70 грамм растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Печенье должно хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Смотрите по своему печенью. Если печенье сухое и не держит форму, то можно добавить немного больше масла или добавить немного молока. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если ацетатной пленки нет, то ее можно заменить полосками, вырезанными из бумаги для запекания или из пергаментной бумаги. Высыпаем всю крошку в форму, равномерно разравниваем, утрамбуем стаканом. Это будет наш корж основы. Убираем основу в холодильник и приготовим крем. В 60 грамм холодного молока высыпаем 15 грамм желатина. Размешиваем и оставляем набухать. Я использую быстрорастворимый желатин, который разводится из расчета 20 грамм желатина на 1 литр некислой жидкости. 350 грамм охлажденных сливок жирностью 30-35% начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сливки начинают пениться, добавляем к ним 80 грамм или 4 столовые ложки сахарной пудры. Продолжаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и продолжаем взбивать. До пиков сливки взбивать не надо, они должны стать воздушными и увеличиться в объеме примерно в 2-2,5 раза. 100 грамм шоколада с содержанием какао 50% надо растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Также для крема нам потребуется 350 грамм мягкого творога без крупинок. Я этот творог приготовил из кефира. Ссылку, как его приготовить, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Забьем творог, чтобы он стал воздушным. При желании творог можно заменить творожным сыром или сливочным сыром, густой жирной сметаной или густым натуральным йогуртом без добавок. Добавляем в творог растопленный шоколад и хорошо взбиваем вместе до однородного состояния. Соберем крем со стенок. Крем получается достаточно плотным. Добавляем 2 столовые ложки взбитых сливок. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем еще 2 столовые ложки. Перемешиваем. Делаем это для того, чтобы творожно-шоколадная масса стала мягкой. Далее добавляем в творожную массу все оставшиеся взбитые сливки и на небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Разбухший желатин надо расплестить. Для этого его надо разогреть в микроволновой печи или на водяной бане примерно до 80 градусов, ни в коем случае не кипятить. Размешиваем, надо чтобы желатин полностью растворился и жидкость стала однородной без крупинок. Добавляем в распущенный желатин 60 грамм молока комнатной температуры. Тщательно размешиваем, делаем это для того, чтобы выровнять температуру желатина, так как мы его сейчас будем вливать в крем, чтобы он сразу не схватился. Выливаем желатин в крем и размешиваем миксером до однородного состояния, не взбиваем. Вот такой нежный крем получается. Переливаем крем в форму и равномерно разравниваем. Убираем в холодильник на 5-10 минут, чтобы верхний слой крема застыл. Когда крем немного застынет, сформируем ложкой рельефные бугорки. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник примерно на 2-3 часа, чтобы крем полностью застыл. Готовый торт достаем из холодильника. Закрываем салфетками тарелку и посыпаем сверху просеянным какао. Освобождаем от формы, снимаем пленку
Вот и все, наш торт готов, его можно подавать к столу. Торт получается очень вкусным. При желании, если кто-то не любит печенье, как основу можно испечь шоколадный бисквит. Будет тоже очень вкусно. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.